Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем с вами вязать коврик в ванную комнату. У меня есть вот такая вот схема. Нашла картинку в Pinterest, просто ракушки, да, и, как сказать, обработала ее в программе Stitch Fiddle. Программа гармонично расположила эту ракушку. Итак, в работе я буду использовать схему, которая состоит из 2 листов. Вот я ее не склеивала, мне так удобнее работать. 2 цвета, шнур полиэфирный. Это фирма Elastex. Цвет вот этот слоновая кость и вот этот оливковый. Необходимое количество шнура я укажу в описании под данным роликом. Потому что сама вяжу сейчас с вами. Когда свяжу весь ковер, тогда все рассчитаю, напишу в описании, когда буду монтировать видео. И понадобится нам крючок номер 4,5. Итак, приступаем к вязанию. Так, набирать мы будем 75 воздушных петель, плюс 1 петля подъема. И смотрите, вяжем 21 ряд просто одним цветом. Но чтобы ковер наш был по плотности одинаковым, мы второй цвет сразу же с первой петли, сразу с первого ряда будем ввязывать. Я сейчас вам все покажу. Так, мы набираем петли эластичным способом, моим любимым, чтобы коврик ваш, край коврика не стягивался. Смотрите, я отмерила 230 сантиметров. Этого вполне будет достаточно. Вот таким вот образом берем нить. Внизу у меня хвостик, вот это основная нить. Крючок. Захватываем шнур. И накидываем наш хвостик. И набираем воздушные петли. Вот эту петельку делайте посвободнее, чтобы она не была стянутой. И смотрите, чтобы шнур, который вот идет от хвостика, он не перекручивался. То есть вот так вот петельку сделали свободной, накинули хвостик, основной нитью вытянули петлю. И таким образом мы набираем 75 воздушных петель. 76-ю мы наберем просто обычным способом. Вот, видите, нить немного перекручивается, вы ее делаете ровной. И свободно набирайте петли. Итак, они легко считаются. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Набирайте дальше, их должно быть 75. Итак, мы набрали 75 воздушных петель эластичным способом. 76-ю петля подъема набираем обычным способом. И смотрите, как мы будем провязывать наши петли. Вот какая у нас получается косичка. Заходим под косичку, чтобы сверху были петли, внизу петли. И захватываем нить. Вот так вот, крючок сверху. Захватили, провязали. Захватили, провязали. Ввязываем хвостик. Так, и заодно сейчас сразу же введем нить другого цвета. То есть мы на протяжении всего, то есть 21 ряд, мы вяжем просто бежевым цветом, но нить, как я говорила, вводим уже новую, потому что, чтобы плотность коврика была одинаковой, потому что дальше у нас идет рисунок этим темным цветом. Если мы здесь вяжем просто одним цветом, здесь коврик будет тонкий, здесь он будет совсем другой плотности. Поэтому хвостик ввязываем. Вот я его просто приложила. Вот так вот захватываем нить, так как я вам показала. И провязываем. Провязываем столбики без накида. Вот таким способом. Этот метод кто-то называет скрещенные столбики, кто-то называет
полукрестики этот узор, состоящий из столбиков без накида, но когда нить захватывается вот именно таким образом. Так, хвостик из бежевой нити мы можем, в принципе, обрезать. Он уже не нужен. Все, хвостик спрячем. Так, смотрите, чтобы эта зеленая нить, вы ее немного подтягиваете, чтобы она не торчала в клеточках, чтобы ее здесь не было видно, да, но не сильно натягивайте, чтобы полотно не было стянутым. То есть немного подтянули и все. Так, вяжем таким образом первый ряд. Я вам покажу, как перейти на второй ряд. И как красиво, чтобы нить вот эта вторая, она красиво, как бы перенести ее на второй ряд. Вяжем первый ряд. Довязываем до конца первый наш ряд. Немножко подтянули зеленую нить, чтобы она нигде, проверили с изнаночной стороны, чтобы она нигде у нас вот так вот, ну, не вылазила в эти бугорки. Смотрите, остается последние 2 столбика. Провязываем 1, 2. Не забываем, как мы захватываем нить. Провязали. Итак, делаем воздушную петлю подъема. Зелененькая нить. Аккуратно ведем ее за собой. Вот таким вот образом. И начинаем вязание второго ряда. Так, второй ряд. Сразу в первую ячейку. То есть иногда при вязании, я даже показывала в видеоуроках, чтобы был ровный край, мы иногда первую воздушную петельку считаем за первый столбик. Ну, здесь мы будем первую петлю провязывать. То есть воздушная петля у нас есть. Сразу в первый столбик, захватывая зеленую нить, мы провязываем столбики без накида. И опять у нас в полотне зеленая нить, она никуда не девается. То есть по краю вот так вот аккуратно будут выступать вот эти зеленые полосочки. Это не страшно, потому что коврик будем обвязывать. В принципе, даже без обвязки вы потом увидите, он красиво будет выглядеть. Так, вот таким вот образом также вяжем второй ряд. С 1 по 21 все ряды у нас будут одинаковыми. Так, ввязываем зеленую нить. Я вам еще покажу, как я закончу второй ряд, перейду на третий, а все последующие ряды до 21 они вяжутся одинаково. Я уже об этом сказала. Довязываем второй ряд. Итак, нам осталась последняя петля второго ряда. Не забываем зеленую нить, мы никуда ее не отпускаем, не теряем. Провязали. Далее снова у нас воздушная петля. Зеленую немножко подтянули, чтобы нигде ничего, у нас никакие бугорки не выглядывали. Но не сильно, чтобы не стягивалось наше полотно. И зелененькую нить опять же аккуратно пускаем по изнанке. Переходим на третий ряд. Воздушная петля у нас уже есть. Сразу в первый столбик, захватывая правильно нить, мы провязываем первый столбик без накида. И зеленая ниточка, она у нас опять же присутствует, но смотрите, как она равномерно ложится в полотне. Все, далее третий и 21 ряд мы вяжем точно таким же образом, как я вам показывала. Как первый, второй и так далее. Вяжем 21 ряд. А далее покажу, как по рисунку вязать эту ракушку. Итак, я связала 21 ряд. Равномерное полотно получается. Смотрите, как сбоку выглядят вот эти петли. Итак, смотрите, все, рисунок у нас начинается с 22 ряда. Ряды идут у нас справа налево, слева направо. 22 ряд, вот у нас 22 ряд и темные клеточки. Здесь удобно считать, потому что, видите, по 5 клеточек, то есть так, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ой, сейчас еще раз. Так, 10,
20, 30. 31 клеточка у нас светлая. И далее идет 5 клеточек темного цвета. То есть мы сейчас вяжем 31 столбик светлого цвета и 5 темного, да. Так, как обычно, мы провязали последний ряд, воздушная петля, нить зеленого цвета ведем за собой и начинаем вязание 22 ряда, провязывая 31 столбик. Раз, два, три, 4. Зелененькую нить немножко подтягивайте. Итак, мы провязали 31 столбик без накида. Далее у нас идет 5 столбиков темного цвета. 3 светлого, 3 темного. Все, больше в 22 ряду у нас ничего не будет. Это мы начинаем уже нашу ракушку. Так как следующий столбик у нас темного цвета, то вот эту петельку мы распускаем. Закрывать 31 столбик мы будем темным цветом. Смотрите, вот у нас 2 нити. 31 мы закрыли темным цветом. Петли подтянули. Теперь светлая нить у нас внизу. Мы ее ввязываем и провязываем 5 столбиков темного цвета. Раз, два, 3, 4 и 5. Но 5-й столбик мы опять же закрываем светлым цветом, потому что далее у нас идет по рисунку 3 столбика светлого цвета. 3 светлого, 3 темного. Закрываем эти 5 светлым цветом. Опять же зеленый ввязываем. И у нас раз, два, 3 столбика светлого цвета. 3 закрываем темным, потому что дальше у нас идет 3 столбика темного цвета. Вот по рисунку все, и больше в 22 ряду у нас темных столбиков не будет. То есть мы провязываем еще раз, два, 3 столбик и закрываем его светлым цветом. Все, дальше по прямой мы вяжем только столбики светлого цвета. Вяжите до конца. Я покажу, как провязать последний столбик и перейти снова на новый ряд, на 23. Так, провязываем 2 последних столбика 22 ряда. Воздушная петля. И опять же ведем нашу нить, переходим мы на 23 ряд. Захватываем. И нить зеленого цвета тоже захватываем. Все, провязали первый столбик. Вот так вот сбоку смотрятся эти ниточки. Теперь смотрим, что у нас в 23 ряду. Здесь уже проще считать. Так, здесь уже проще считать, потому что вот 23 ряд. Здесь сразу столбики просчитаны. У нас счет столбиков идет справа налево. Да, то есть мы вяжем светлым цветом 30 столбиков. И далее 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 столбиков темные у нас идет. 2 светлых. Так, сейчас я возьму ручкой, галочки проставлю, чтобы вам было видно, в какой ряд мы вяжем. Так, сейчас у нас 23 ряд. Здесь хорошо видно, что мы провязываем 30 столбиков без накида светлых, 6 темных, 2 светлых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 темных. Все. Итак, переходим на новый 23 ряд и вяжем просто 30 столбиков без накида светлого цвета. Первый столбик мы уже провязали, вяжем второй, 3, 4, 5 и так далее. Вяжем 30 столбиков.
Итак, мы провязали 30 столбиков. Далее у нас идет 6 столбиков без накида темного цвета, 2 столбика светлого цвета и 8 столбиков темного цвета. Итак, 30 столбик мы закрываем темным цветом, распускаем последнюю петлю и закрываем темным цветом. Все, и вяжем 6 столбиков без накида темного цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестой мы уже закрываем светлым, подтянули все ниточки. Далее у нас идет 2 столбика светлого цвета. Не забываем, что зеленый мы ввязываем, никуда он не девается. И второй столбик мы закрываем темным цветом, потому что далее мы вяжем 8 столбиков оливкового темного цвета. 1, светлый шнур ввязываем, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последний 8 закрываем светлым цветом, и до конца ряда все остальные столбики мы провязываем светлые. Просто ввязывая зеленый цвет. Узор, рисунок, как вы понимаете, получается двусторонним. Так, довязываем до конца 23 ряд. Итак, довязываем 23 ряд, остается последний столбик, провязываем его как обычно, воздушная петля, переходим на новый ряд. За собой с изнаночной стороны у нас, как всегда, наш оливковый цвет. Провязываем первый столбик, первый, второй, смотрим, что у нас там в 24 ряду. Так, 24 ряд. Вот он. Здесь, конечно, удобно использовать линеечку. Так, у меня тут есть в наличии линеечка. Так, здесь у нас, здесь хорошо считать. С этой стороны 5, 10, 15, 20. 23 столбика провязываем светлого цвета. Потом у нас идет 3 темного, 3 светлого. Ну, а дальше посчитаем. Так, вяжем 23 столбика светлого цвета. 2 есть, 3, 4, 5 и так далее. Вяжем 23. Так, 23 столбика провязала. И далее у нас будет 3 столбика темного цвета, поэтому не забываем. Закрываем последний столбик 23 темным цветом. Подтягиваем все петли и провязываем 3 столбика темного цвета. 1, 2, 3. Третий закрываем светлым. Далее у нас идет 3 столбика светлого цвета. Не забываем, что вторую нить мы ввязываем. 2, 3. Закрываем темным цветом. Далее смотрим рисунок. 24 ряд. Так, далее у нас идет 1, 2, 4, 6, 8, 9 столбиков темных, 1 светлый, 4, 5, 6, 7 темных, и все, далее все светлые. Так, еще раз, 4, 5, 6, 7, 9 темных, 1 светлый, 7 темных. Так, вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Подтягиваем немножко светлые нить. 9. Закрываем темным цветом. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Угу. 1 светлый столбик. То есть мы его провязываем и сразу закрываем темной нитью. И 7 темных. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Седьмой закрываем светлым цветом. И до конца 24 ряда все столбики светлые. Итак, довязываем наш 24 ряд. Здесь в конце ряда проделываем все то же самое. Нить переносим. Не забываем, что мы ее ввязываем сразу в первом столбике. Все, мы перешли на 25. Смотрите, 25 и последующие ряды, они вяжутся точно по такому же принципу, как я вам показывала вот с 22 ряда. То есть эти темные клеточки точно так же мы заполняем. Я вам только покажу, как мы будем вязать вот 52-53 ряд, потому что здесь темные столбики у нас крайние. Я вам покажу, как красиво поменять цвет и когда он меняется, чтобы со следующего ряда, вот с 52 переходя на 53, да, потому что здесь 53 ряд у нас будет начинаться темным цветом. А до 52 ряда вяжете самостоятельно. Итак, я вяжу 53 ряд, и 53 ряд у меня заканчивается вот темным цветом. И пару рядов мы свяжем тоже темным цветом. Тут ничего сложного. Смотрите, какой рисунок уже получается. Формируется настоящая ракушка. Очень красиво, мне нравится. То есть мы просто довязываем 53 ряд, и следующий ряд у меня начинается тоже темным цветом. Все, теперь я из темного цвета делаю воздушную петлю, и то же самое делаю со светлой ниточкой, как в предыдущих рядах делала с темной. Все, то есть я ее просто аккуратно веду с изнаночной стороны, и так здесь воздушную петлю провязали, и вот так вот захватываем, провязываем снова первый столбик и вяжем в 54 ряду необходимое количество темных петель. Все, больше тут никаких нюансов у нас и не будет. Да, то же самое потом вот у нас идет в 61 ряду, то есть уже у нас снова светлый цвет, но тут ряд заканчивается светлым цветом и начинается светлым. То есть больше никаких нюансов по сути не будет. Вяжется так, как я вам показала. Вяжите далее. Итак, я по схеме провязала 175 рядов. Вот эта часть 19 рядов я провязывала так, как и в начале. То есть зеленую нить я вела в каждом ряду, чтобы плотность полотна, я уже вам об этом говорила, была одинаковая на протяжении всего вязания. Далее делаем с вами обвязку. Смотрите, как я буду провязывать. Это половина угла у меня, то есть нить не обрываю сразу, когда закончила последний ряд. Вот мой крючок. И заходим. Тут у меня хвостик как раз от зеленой нити. И заходим вот под первую петлю. Хвостик этот вяжем. 3 петли на крючке и провязали. Так, в угловые петли мы будем провязывать 2 столбика с одной стороны, 2 с другой, формируя угол. То есть под эту петлю я провязываю 2 раза. 2 раза делаю свою обвязку. Вот, и так каждый угол. Когда буду заканчивать, я вам покажу. Таким образом, захватывая нить и провязываем. Только сильно не стягивая, чтобы у нас здесь не образовалась большая дыра. И так по всей стороне. То есть мы провязываем там, где перемычка, и следующую петлю. То есть вот у нас перемычка. Раз, два. И следующая за ней петля. Получается вот такая массивная двусторонняя обвязка. Можно брать либо на одну, либо на другую сторону. Так. Вяжем так по прямой. На углу я вам покажу, как провязываю угол. И дальше все остальные стороны вяжете сами. Я только вам покажу, как закрыть ряд обвязки.
Итак, мы подошли к углу. Смотрите, что будем делать в углу. То есть, как я говорила, в одну петлю мы с одной стороны провязываем 2 столбика. Сильно не стягиваем, чтобы не было дырочки. И в эту же петлю вот так вот поворачиваем наше вязание. И в эту же петлю, опять же, чтобы сильно не стягивать, чтобы не было дырочки. Раз. И еще один столбик. Все, то есть получается 4 столбика мы провязали в одну петлю. Далее по короткой стороне столбики у нас будут вот такие удлиненные, что создает еще большую массивность ковра и не дает ему закручиваться. То есть мы как бы провязываем не за верхнюю косичку, а идем прям вот там, где у нас провязан первый ряд. Вот таким образом. Вы, как хотите, вы можете провязывать за косичку, но мне нравится, когда более массивно, и тогда ковер лучше лежит. Все таким образом. На углу опять делаем то же самое, как я вам показала. В одну петлю 4 столбика. По противоположной стороне провязываем так, как я показывала вам здесь. И я уже вам покажу, как закрыть полностью все ряды обвязки. Итак, мы довязываем угол, с которого начинали вязание. Я напомню, мы провязали по этой стороне в одну петлю 2 столбика, да, и сюда же сейчас мы провяжем еще 2 столбика. Нить у меня уже обрезана. Раз, два. Все, я вытягиваю нить. И формирую последнюю петлю. Захожу с изнанки. С изнаночной стороны. И вот сюда прячем хвостик. Все. Чтобы на углу у нас была такая же ровная косичка, как и везде. Не забываем, что по коротким сторонам мы вязали вот такие длинные петли. Все, сейчас покажу готовый результат. Вот такой получился коврик, размер которого 59 на 106 сантиметров. Если был полезен вам видеоурок, от вас, пожалуйста, лайки. И в моих соцсетях делитесь готовыми работами, если будете вязать такой же коврик. В фотосессии участвовала моя кошка Тучка. Всем пока-пока!